Всем привет! Финальный босс третьего сезона Ашетиус. Первый демо-день. Команда разъедания для тех, у кого нет рейты. Будем использовать Огака. Скажу сразу, что в принципе разница в уроне не огромная. Ситуация абсолютно не такая критичная, как на той же воронке времени. Тут более все как-то полояльней. Также скажу сразу, что на скрине, который вы видели с уроном, довольно-таки неплохим, причем уроном. Трай был у меня первый, причем так себе, потому что рук несколько раз ловил дебаф на скорость перезарядки, и в итоге он не сделал свой последний ультимейт, так что там бы урона еще, в принципе, бы прибавилось. Ну и так, в принципе, если пореролить, то можно набить, думаю, намного больше, так как это видео, в принципе, ознакомительное, сидеть там что-то реролить смысла я не вижу. Но если у вас нет рейты, и это будет ваша основная пачка, то, соответственно, у вас будет интерес и заинтересованность, в принципе, пореролить и добиться уже нормального результата. Перейдем же к самой команде. Тайминги я использую вот такие. Огак у меня на 22 секунде. Почему так? Потому что он у нас будет чистить, и чистит он, в принципе, пассивкой. В тот момент, когда накладывается лечение. Если, допустим, ситуация, когда у нас рейд, да, мы ставим ее на 27 секунде. Цикл тоже 15 с посохом, но Огак, получается, нам нужно, чтобы произошел именно на 27 секунде, когда мы ловим дебафы, именно само лечение. Лечение происходит у нас через 5 секунд после каста ульты, то бишь, соответственно, 27 минус 5 это 22. Все, но, блин, минус в том, что Огак чистит именно один дебаф. Если рейд счищает все, то Огак только один. И, соответственно, некоторые дебафы на нас остаются. Ну, ненадолго, так как с боевого он все равно это все почистит. Молодец, кстати. Вот. Но, блин, приходится реролить, потому что такие неприятные бафы, как уменьшение скорости перезарядки, успевают нам немножечко поднагадить. Вот. А так, в принципе, он счищает все быстро довольно-таки, так как мы его в ускоро разгоняем, все там быстро происходит, все четенько, но все-таки доля рандома присутствует. Одет у меня он вот так. Я ему еще и сапры немножко дал. Ну, руна, в принципе, нам не принципиально, так как живет пачка вообще отлично, хочу сказать. Вот, поэтому дал ему руну на сапру, чтобы, ну, лишние дебафы, в принципе, не ловить, и вот это счищать. Зачем это нам нужно? Поэтому, в принципе, дал ему сапры. Ну, и еще чуть-чуть так на раздачу, потому что там талант, в принципе, не принципиальный. Поэтому вот как-то так я его собрал. Таланты вот эти. Перчатка слечен на атаку у меня вообще, потому что у меня талант взят на лечение от атаки. Так у меня они лучше стоят. Да не так, в принципе, нормально стоят. Вот этот мифик на просвет. Ну, соответственно, все. На просвет скоро вполне хватает. В рунах даже особо не ловил. У меня получилось 16,7 его раскочегарить. Хотя нужно, по сути, 17 достаточно, чтобы был цикл на 15 секунд. Плюс еще учитываем ускорение, там 15 скоро от иного мира. Поэтому, да, в принципе, сами видите, тут у меня руна без ускора, тут вообще на один прок. Поэтому с ускорением проблем вообще никаких не будет. Это я вам сразу говорю. Все соберете, все нормально. Вообще не парьтесь. Воришь 70 ускора, тоже немножко больше, чем надо. Плюс, опять-таки, не забываем, что еще и иной мир, поэтому у меня запас вообще огромно вышел. Из нужных талантов продление ослаблений и немножко точности ловим здесь и вот здесь, чтобы просто было попроще его собрать. Данный мифик вообще не принципиальный, просто у меня здесь более-менее в допах точность, 60 получилось выжить, поэтому именно этот мифик я делал. Так, в принципе, вообще не принципиально. Главное собрать сапры побольше и точности. Ну и ускорение. Все. Остальное, в принципе, вообще не важно. Рук. Все-таки у меня пробовал я там с всякими мификами и так далее, но пришел к тому, что лучше пусть у меня он одет в 2 легендарных сета. Так у меня при моих статах и при моих шмотках выходит лучше. Сакриде тоже в урон, и слава богу, в этом бою она не вешает у меня разлом, этим занимается Вориш. Она у меня с рогами, поэтому бой более-менее стабильно хоть проходит. Ух, ненавижу ее. Ну и шмыгли полностью в урон. Также не забываем про 10% к шансу крита от иного мира. Поэтому всем нашим ДДшникам делаем не 100, а 90 примерно вот шанса крит удара. Потому что на выхлопе у нас будет все-таки соточка. Все-таки героев всех рассмотрели. Также под этого босса я взял вот этот талант, заменил и дикую охоту все-таки, вот, чтобы просто попадал в цикл вместе со всеми, потому что если ставить на 18, то ровно на середине боя он уходит вообще, и в итоге баф уже не висит, и когда наши ДДшники кастуют, уже все, этого бафа нет. Ну и, собственно, вкратце покажу, как вообще бой проходит, как у нас Огак чистит полностью бой, думаю, показывать смысла нет, тут получится Вориш
кидает свои ослабления. Даже несмотря на то, что у нас цикл 17,8, да, и он не всегда будет под этот баф именно кидать. Он, если что, ослабление счистит с боевого, поэтому это вообще не критично, так что не парьтесь. Плюс еще сами дебафы, да, блин, вот именно рандомность, то, что какой дебаф останется на нашем ДДшнике, будь то, допустим, штраф атаки, либо на какое-нибудь там ускорение, да. Если остается, допустим, какие-нибудь там... Вот сейчас, да, видели, на руке был дебаф, который на скорость перезарядки. Вот это, конечно, плохо, но все равно еще. Если он много раз его поймает, то это, конечно, критично. А так, в принципе, так как у нас огак на 15 секунд, он успевает как бы залить там 2 раза, допустим, за цикл, и, в принципе, рук еще как-то там что-то успевает выровняться. Вот видите, как бы не далеко уж ушел. Но если он много раз ловит, то да, он далеко уйдет, и последнюю ульту просто не успеет скастануть. А так, в принципе, дабы этого избежать, можете просто тайминги чуть-чуть сократить, смотря сколько скоро вы сможете выжать в своих там рунах и так далее. Так, в принципе, думаю, все понятно. Кому непонятно, пишите в комментариях либо в телеграм-канале. На этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.